Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке такой небольшой обзор идеальных прямоугольников. И я вам сейчас расскажу, как связать один и второй, и какой вариант лучше вязать новичкам, ну не только новичкам. Сейчас все по порядку расскажу. Смотрите, задача у меня стоит связать корзину прямоугольную, да, и для этого мне надо вывязать донышко. Причем размер моего донышка 24 длина, 14 ширина. Смотрите, как набрать количество вот этих петель посерединке, да. Не знаю, может, вы знали, ну, я вам так быстренько сейчас расскажу и сравнительные характеристики двух прямоугольников. Мы просто берем 24 минус длину, отнимаем ширину. 24 минус 14, и получается у нас 10 сантиметров. То есть мы набираем цепочку и прикладываем к сантиметру. То есть цепочка из воздушных петель должна быть равна 10 сантиметрам. Вот и все. Потому что, вывязывая прямоугольник, у нас и в одну сторону будет 7, и в другую. И по эти обе стороны тоже. Вот мы и вышли. Сколько надо необходимо набрать петель. Ладно, я не об этом. Смотрите, вязала прямоугольник вот таким образом, набирая цепочку из воздушных петель и вывязывая, провязывая углы. У меня есть на канале видео, как вязать такой прямоугольник. Опять же, связала такой и связала прямоугольник плотным узором. То есть это такой двойной узор получается. Здесь вообще все просто. Данный вариант подойдет для новичков и не только для новичков. Я сама пользуюсь этим вариантом давно. То есть я донышко в основном для своих сумок, которое у меня должно быть прямоугольным, даже иногда вместо овального донышка, я вяжу таким образом. То есть здесь я сразу набираю цепочку из воздушных петель на необходимую мне ширину. То есть мне опять же понадобилось 14 сантиметров. Я набрала 18 воздушных петель плюс 1 петля подъема, просто померяв сантиметр. А уже длину в процессе вязания. И заметьте разницу. Вот это самый простой способ. Заметьте, какое плотное дно. Вяжется намного проще, чем вывязывать вот этот вот прямоугольник просто по прямой. Я сейчас вам маленький образец свяжу, покажу. У меня будет эта корзина с прямоугольными углами, да. То есть, конечно же, идеальное дно для своей корзины я выберу вот это. Также сейчас и для вязания сумки, если выбирать два донышка, я, конечно, выберу вот это. Потому что вот это вяжется намного сложнее. И для сумки, и для корзины оно не идеально плотное. И расчеты здесь попроще. То есть вы набираете цепочку из воздушных петель. Ладно, сейчас приступаем к вязанию. Я сейчас вам покажу. То есть мой выбор однозначно за вот такое донышко, с которым справится даже новичок. Вяжется идеально просто и легко. И подойдет и для прямоугольных корзин, и для сумочек. И не только, даже если вы можете иногда не только вместо вот такого прямоугольного дна вязать такой вариант, а вместо овального. У вас все равно вы просто закруглите здесь края, когда будете вязать саму сумочку, и у вас получится идеальная сумочка вот с таким вот твердым красивым донышком. Итак, сейчас я вам покажу, вяжем образец. Смотрите, свяжем с вами небольшое донышко и сразу расскажу, как вот, например, нам его рассчитать. Например, нам необходимо связать донышко размером 9 на 12 сантиметров. Мы образец небольшой будем вязать. Так, делаем узелок. У меня шнур 3 миллиметра и крючок номер 4. Набираем обычным способом воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, допустим, у меня 9. Цепочка из 9 воздушных петель. Сейчас померяем, сколько это в сантиметрах. Так, 7 еще довязываем. 10, 11. Вот, в принципе, 11 петель нам достаточно для ширины нашего донышка.
11 петель набрали, плюс набираем еще петлю подъема. И 12 петля, петля подъема. Вяжем обычным способом. Так, первую пропускаем петлю подъема и провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали первый ряд, делаем петлю подъема, берем наш хвостик и далее смотрите, как держим полотно. То есть мы будем вязать такие двойные ряды. Нам нужна задняя полупетля и полупетля нашего нижнего ряда. Вот это наша первая будет. Захватывая за заднюю стенку, захватывая полупетлю этого ряда и полупетлю предыдущего, мы с вами провязываем столбики без накида. Конечно, вы, наверное, уже видели такой способ, но я на данный момент для сумок, донышки, и теперь уже и для корзины, то есть я связала образец один и другой, и в очередной раз я понимаю, что лучше узора для сумки и для корзины нет. И это идеальный вариант для новичков. Потому что если новичок будет вязать донышко вот такое, я вам честно скажу, оно у вас не всегда получится идеальным. Ну и причем оно и не плотное. Провязываем таким образом 11 столбиков без накида. Так, 11. Смотрите, разворачиваем вязание, делаем воздушную петлю подъема, и каждый последующий ряд мы вяжем точно таким же способом. Задняя полупетля, первая петля подъема мы пропускаем, задняя полупетля и полупетля оставшегося предыдущего и полупетля от предыдущего ряда. Все, захватывая полупетлю этого ряда и полупетлю предыдущего ряда, мы с вами провязываем столбики без накида. Так, задача у нас стоит связать донышко 9 на 12 сантиметров, да, то есть ширину я вам показала, как измерить. Мы сейчас в длину вяжем необходимое количество рядов, а я вам еще покажу, как красиво связать последний ряд, потому что видите, вот какие мои ряды. Вот чтобы не было углубления, мы его заполним особым образом. Вот здесь у меня идеальный прямоугольник. Причем я даже не делала ВТО этого прямоугольника. Я его не отпаривала. Его и не стоит отпаривать, потому что он плотный. Этот же прямоугольник я отпарила, но смотрите, он для корзины и для сумки не подойдет. Не подойдет. Провязываем далее столбики. Все, и каждый последующий ряд теперь. Вот, смотрите, последний столбик. Не забудьте, он здесь есть. Вот тут одна петелька. И вот эти две петли в конце. Мы провязали. Воздушная петля. Так, и все, каждый последующий ряд просто за заднюю полупетлю и за полупетлю оставшегося предыдущего ряда. Провязываем до тех пор, пока у нас не будет в высоту 12 сантиметров. Я вам покажу, как провязать самый последний ряд. Итак, нам необходимо было набрать
прямоугольник шириной 9 сантиметров и в высоту 12 сантиметров. Все очень просто. Я вам вначале показала, что мы набираем цепочку из воздушных петель и примеряем к сантиметру. Смотрите, 9 ширина и длина на данный момент вот у меня 12. Да? Как посчитать, сколько рядов я связала? Считается легко по перемычкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На одной стороне считаем перемычки. И здесь у нас двойные ряды идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего 22 ряда. Поэтому и полотно такое плотное, как бы двойные ряды. 22 ряда связано. И последний ряд. Видите, чтобы не было такого углубления, чтобы наш прямоугольник был идеально ровным, берем заднюю полупетлю и полупетлю оставшегося ряда и провязываем соединительными петлями. Столбики без накида уже не провязываем, а как бы закрываем вот это углубление соединительной петлей. И у нас с вами получится идеальный плотный прямоугольник, который подходит и для прямоугольной корзины, и для прямоугольной сумочки, и для овальной сумочки. У меня есть сумочка, которая на фермуаре. Я дно для нее из рафии вязала точно таким же способом. Я вам вообще оставлю в описании видео, как вязать вот такое дно. Да, как я вязала сумочку на фермуаре вот с таким дном. И все, смотрите, провязали, зафиксировали воздушной петлей. И все, либо обрываете нить, либо переходите на стенки. Что вы там будете далее вязать? В описании напишите, интересно ли вам увидеть продолжение видео по вязанию прямоугольной корзины. Потому что мне корзину заказали вот из этой белой пряжи я буду вязать. А раз уж я все равно связала донышко, в принципе, могу вам показать, как вывязываются прямо, как сделать прямоугольную корзину, как вывязать прямые углы. Поэтому мне просто хотелось поделиться, потому что я раньше сама вязала вот такое дно. Да, и я его не считаю идеальным, и чтобы его вязать, ну, как бы надо постараться. А здесь все так просто, и дно получается намного плотнее, интереснее по структуре. Его не надо отпаривать, оно и так уже идеально плотное и ровное. И последний ряд, когда вот так вот сделали, все, смотрите, оно получается ровное. Теперь сразу можно приступать к стенкам. Так что обязательно сохраняйте, потому что это полезное видео. Делитесь с вашими друзьями и мне лайк за полезную информацию. Всем пока-пока.